До недавнего времени все люди, рожденные на Земле, рождались как существа третьего измерения. Это означает, что они полностью находились в материальном плане, и их сознание было ограничено третьим измерением. Они функционировали на первых трех чакрах – материальной, эмоциональной и ментальной. Духовность обычно рассматривалась как что-то внешнее и отличное от обычного повседневного функционирования. Третье измерение. В человеке это представляет ментальные энергии, где индивидуум осознает аспекты времени и пространства. Люди этого измерения считают, что прогресс по шкале сознания создает иерархию бытия. Но концепция иерархии – это трехмерная конструкция, которая была создана в неведении о природе единства. Существо третьего измерения осознает себя как отдельную и уникальную личность. Осознание себя как отдельной и уникальной личности – очень малое осознание взаимосвязи бытия и действий. Третье измерение заперто в парадигме времени, пространства и причины следствия через индивидуальные человеческие души. Как люди мы обладаем способностью помнить прошлое и будущее, оставаясь при этом осведомленными о настоящем. Однако, используя только наше трехмерное сознание, большая часть нашего прошлого остается забытой в нашем подсознании, и мы обычно испытываем чувство отделенности от целого, чувство ограничения в достижении наших желаний и необходимость упорно трудиться для достижения наших целей. У человека нет никакого реального ощущения единства или сознания единства, что является фактором более высокого сознания измерения. Из-за этого ощущения разделенности люди построили общество, которое имеет очень малое понимание взаимосвязанности всего со всем. Но рациональный ум видит только разницу и не чувствует энергии единства. На этом уровне действия людей движимы страхом не выжить на индивидуальном уровне из-за нехватки ресурсов, то есть из состояния выживания, что привело к дисбалансу и состоянию жертвенности на всех уровнях. Единственный способ вырваться из иллюзии разделенности, созданной в 3D-измерении, это войти на 4-й уровень и начать путь обратно к единству. Что такое 4-е измерение или сознание? На уровне 4-го измерения сознания человек учится выходить за рамки рациональных структур 3-го измерения и его определений любви, основанных на страхе и недоверии, к определению любви, основанному на законе единства и безусловной любви. На уровне сознания 4-го измерения происходит духовное пробуждение. Человек начинает искать более глубокий смысл жизни, свою миссию. На этом уровне сознания люди осознают универсальный закон единства, известный как сознание единства. Этот закон гласит, что мы все едины, мы все связаны, и что все, что влияет на одного из нас, влияет на всех нас.
Закон единства также способствует пониманию, что мы все равны и что никто не выше другого. Это коллективное осознание, путь к будущему для всего человечества. Мы учимся действовать сообща и ради всех, а не только ради своей личной выгоды. Игра эго и собственная важность не имеют реального места на уровне сознания четвертого измерения. На этом уровне человек осознает, что страх – это иллюзия, которая отрицает единство и верит в разделение, и таким образом усиливает чувство разобщенности и одиночества. Но на этом уровне человек все еще озабочен дуальностями добра и зла, которые определяют, какая система лучше всего подходит для Земли. Дети Индиго, которые прибыли на планету в начале 1970-х годов, обладают ключом к многомерности. Они родились в телах третьего измерения, но их сознание фактически находилось в четвертом измерении. Тем самым они открыли путь к переходу в четвертое измерение для всех людей на планете. Люди с сознанием Индиго способны перейти на более высокий уровень сознания пятого измерения. Пятое измерение. На уровне сознания пятого измерения линейное время пространства становится гибким и текучим. На этом этапе сознание, начавшее заново пробуждаться к тайнам творения, стремится полностью ощутить себя как сотворца своей собственной голографической реальности через потребности сознания единства. На этом уровне мы свободны творить нашу реальность. Это уровень сознания, который стремится в своем поиске высшего «Я». Существо пятого измерения живет в состоянии безусловной любви, безусловном прощении и безусловном принятии. Он не держит осуждения, чувства вины или негатив по отношению к другой части себя, которая стремится вспомнить свое высшее «Я». Когда сознание Индиго открывается в пятое измерение, оно начинает осознавать единство с Творцом. Пятимерное сознание любит творить. Это высокие вибрации новой реальности, когда открывается новый слой бытия, где любовь, интуиция, мир и божественное выравнивание становятся основой жизни. Сердце становится компасом, а состояние любви – естественным состоянием человека. Человек перестает реагировать на события, а осознанно относится к своей жизни. Дуальность все еще присутствует, так как на этом уровне сознание обучается принципам дуальности – инь-янь, и приходит к пониманию того, что тень, тьма – это просто неразвитый потенциал. Большинство традиций мудрости учат, что свет сознания исходит из тьмы бессознательности, и что одно не может существовать без другого. Закон единства учит, что все исходит от Творца, поэтому свет и тьма в равной степени являются аспектами Творца и должны восприниматься как таковые, без осуждения. Суть не в том,
чтобы перейти только в свет. Целью сознания является нахождение баланса, а не игнорирование тьмы. Это основные принципы творения, как наверху, так и внизу. Доступ к мастерству пятого измерения становится доступным для всех людей, которые решают вступить на путь многомерного сознания и роста, и эволюции. Человек Индиго берет на себя планетарную миссию создания новых способов мышления и бытия для планеты Земля. Он получает осознание свободы, создавать новые способы мышления, чувствования и бытия на более высоких вибрациях. Шестое измерение. Шестое измерение – это следующий шаг в эволюции сознания, где все рассматривается как часть большего блага, ради блага большего целого. В то время как любовь, выраженная в пятом измерении, выражает себя как мудрость и сила совместного творения, в шестом измерении она выражает себя как радостная игривость, поскольку расширяющееся сознание начинает завершать свое путешествие домой. Это продвинутое состояние, известно как шестимерное сознание, является сферой магического ребенка или кристального ребенка. Все кристальные дети рождаются на этом уровне осознания. Они рождаются в шестом измерении сознания с потенциалом быстрого раскрытия до девятого измерения, полного чистого сознания, а затем до 13-го измерения, которое представляет собой универсальное сознание. Шестое измерение – это состояние невинности и радости, которое имеет свою основу в опыте или мудрости, полученной через опыт. В этот момент существо понимает принцип подчинения потоку большей эволюционной волны. Когда сознание индиго совершает переход в кристаллическое сознание, оно входит в шестимерное сознание. С этим приходит осознание игривости жизни, и оно играет духом через людей на этой планете. На этом уровне сознание полностью осознает значение закона единства, и множества. Оно понимает, что Творец – это любовь, и что каждая индивидуальная единица, сущность сознания – это часть Творца, единого, выражающая себя как индивидуальность, множество. Сознание шестого измерения понимает, что вся Вселенная основана на любви, и что эта любовь – творческий и поддерживающий элемент, который стремится к высшему благу для всего. Творческая энергия шестого измерения покоится в мудрости пятого измерения, но охватывает радостную уверенность восходящей эволюционной спирали обратно к Творцу. Седьмое измерение. Седьмое измерение – это точка, где сознание завершает работу над принятием опыта и готово начать путь домой, к Создателю. Это дом духовного учителя, воина и бодхисаттвы, или того, кто воплощает духовный свет и любовь в мир.
Это измерение духовного служения, когда энергия Творца выражается в желании как творить, так и служить. Мастер седьмого измерения познает себя через свои творения любви и служения. Здесь сознание полностью интегрировало все законы космоса и понимает цель творения и эволюции. Источник стремится познать себя и расти через свои творения. Следовательно, сознание мастера служит цели Создателя, становясь сотворцом, и познать Создателя внутри себя. Кристаллическое сознание может перейти на уровень седьмого измерения, где осознание открывается природе духовной миссии существа. Кристальный взрослый на этом уровне готов взять на себя планетарную миссию в качестве носителя сознания более высокого измерения для других, чтобы они могли получить доступ к более высоким вибрациям на своем собственном пути восхождения. Сознание седьмого измерения выражает идеалы служения другим, как наивысшее выражение любви и цели Создателя. Таким образом, полностью развитое многомерное существо будет на переднем плане сознательной эволюции. Его задача – служить другим на их пути к многомерному сознанию и мастерству на этой планете. Эта работа выполняется в сотворчестве с божественным планом и ангельскими силами, позволяя проявление Духа направлять форму служения, согласованную этим посвященным мастерам до воплощения. Таким образом, индиго, кристальные существа, являются неотъемлемой и динамической частью эволюционного скачка сознания, осознания единства и взаимосвязанности всех вещей и стремления к осознанной и творческой жизни. И это станет характеристиками всех людей планеты Земля. Индиго-дети. Ранние индиго были пионерами и указателями пути. Значительное количество индиго родилось после Второй мировой войны. Однако большая волна индиго родилась в 1970-х годах, и теперь несколько поколений индиго воплотилось на Земле, которые в будущем займут свое место в качестве лидеров в мире. Индиго продолжали рождаться примерно до 2000 года с уникальными способностями и высокой степенью технических и творческих талантов. Кристальные дети. Кристальные дети начали появляться на планете с 2000 года, хотя некоторые датируют их появление немного раньше. Это чрезвычайно могущественные дети, чьей главной целью является вывести человечество на следующий уровень эволюции и раскрыть нашу внутреннюю силу и божественность. Они функционируют как групповое сознание, а не как индивидуумы, и живут по закону единства или сознания единства. Кристальные дети являются мощной силой любви
и мира на планете. Они имеют непосредственный доступ к магическим и духовным аспектам того, кем они являются, и способны смешивать воображение и творчество фантастическим и радостным образом. Если бы их предоставили самим себе, они бы немедленно создали магическую планету. Но им все еще приходится иметь дело в значительной степени с трехмерным сознанием, и они борются с шаблонами и поведением, которые они находят здесь, на Земле. Аура индиго и кристальных детей. Термины индиго и кристальные были даны этим двум поколениям, потому что они наиболее точно описывают их цвета ауры и энергетические паттерны. У детей индиго в ауре много индигово-синего цвета. Это цвет чакры третьего глаза, которая является энергетическим центром, расположенным между бровями. Эта чакра регулирует ясновидение или способность видеть энергию, видение и духов. Многие дети индиго являются ясновидящими. Дети индиго могут чувствовать нечестность. Они знают, когда им лгут, покровительствуют или манипулируют. И поскольку их коллективная цель состоит в том, чтобы ввести нас в новый мир высоких ценностей, внутренние детекторы лжи индиго являются их неотъемлемой частью. Детям индиго присущ дух воина, который представляет угрозу для некоторых взрослых, так как индиго не способны соответствовать дисфункциональным ситуациям дома, в школе или на работе. Они не способны отстраняться от своих чувств и притворяться. У кристальных детей опаловые ауры с красивыми многоцветными пастельными тонами. Кристальные дети обладают врожденными духовными дарами, особенно телепатическими способностями. В новом мире, который открывают индиго, мы все будем гораздо лучше осознавать наши интуитивные мысли и чувства. Общение будет более быстрым, прямым и честным, потому что оно будет происходить от разума к разуму, от сердца к сердцу. Интерес к паранормальному находится на высоком уровне, поэтому неудивительно, что поколение, следующее за индиго, невероятно телепатично. Кристальные дети используют комбинацию телепатии, понятные им языки жестов и звуков, чтобы донести свою точку зрения. Радужные кристальные дети. Будущие кристальные дети известны как радужные кристальные существа. Аура этих детей переливается всеми оттенками радуги. Радужные кристальные существа уже есть на планете Земля, но им еще предстоит раскрыть свой полный потенциал. Они обладают целительскими и телепатическими способностями. Миссия радужных детей – исцелять
и восстановить баланс и гармонию на Земле. Сходство и отличия индиго и кристальных детей. Дети индиго имеют некоторые общие черты с кристальными детьми. Оба поколения очень чувствительные и экстрасенсорные и имеют важные жизненные цели. Главное отличие – их темперамент. У индиго есть дух воина, потому что их коллективная цель – разрушить старые системы, которые больше не служат нам. Они здесь, чтобы сокрушить государственные, образовательные и правовые системы, которым не хватает целостности. Для достижения этой цели им нужны темперамент и пламенная решительность. Те взрослые, которые сопротивляются переменам и ценят конформизм, могут неправильно понять индиго. Их часто ошибочно диагностируют синдромом дефицита внимания или синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. К сожалению, когда они принимают лекарства, индиго часто теряют свою чувствительность, духовные дары и энергию воина. Напротив, кристальные дети блаженны и уравновешенные. Как индиго, они очень чувствительны, но они не любят шум, любят уединение и плохо переносят сенсорную перегрузку. Эти дети всегда нуждаются в любви и защите, и нередко их диагностируют с аутизмом. Луч души индиго. Дети индиго рождаются в луче души индиго, воплощения и эволюции. Что такое луч души? В эзотерических учениях под лучом души понимается фундаментальная вибрационная чистота или энергетический план, с которым душа выбирает выравниваться на своем духовном пути. Это основной аспект личности души, который остается неизменным на протяжении многих воплощений, в то время как лучи личности могут меняться. Таким образом, у каждого человека есть луч души, который остается неизменным во всех его воплощениях, тогда как луч личности отличается для каждого воплощения. Луч души индиго означает, что им доступны дары ясновидения и целительства. Они также способны получить доступ к тому, что мы называем 4 и 5 измерениями сознания, в то время как большинство людей имеют доступ только к 3 и 4 уровням сознания. Этот доступ к более высоким измерениям вместе с дарами души луча индиго означает, что индиго от природы более интеллектуальны, более чувствительны и обладают даром ясновидения. Они также креативны и часто способны с легкостью обращаться к левому и правому полушариям мозга, что делает их художественно одаренными, а также технически грамотными и креативными. Золотой луч души кристальных детей.
Кристальные дети в основном рождаются в золотом луче воплощения и эволюции. Благодаря своим дарам и способностям кристальные дети обладают огромной силой и творческим потенциалом. Многие из них несут золотые и пурпурные лучи, что делает их мастерами созидания, особенно с помощью света и звука. На земном плане это проявляется как художественное творчество. Кристальные дети рождаются в 6-м измерении сознания с потенциалом быстрого раскрытия до 9-го, 13-го измерения. Радужные кристальные дети – это полностью развитые 13-мерные универсальные человеческие существа. Радужные кристальные дети способны нести и передавать все лучи воплощения и эволюции в своем вибрационном поле. Звездные дети. Дети индиго и кристальные дети, которые приходят на нашу планету, известны как звездные дети. Часто это связано с тем, что их душам больше подходит звездный мир, и они не воплощались на Земле раньше. Они приходят в это время для того, чтобы помочь Земле и ее жителям в их переходе в качественно более высокое измерение, метафизическое название которому «Новая Земля». Но хотя эти существа выглядят как обычные люди, на самом деле они имеют доступ к более широкому диапазону человеческого потенциала. Они более открыты к тому, кто они есть, ближе к признанию своего божественного происхождения и сущности. Эволюционный скачок. Взрослые индиго и кристаллы состоят из 2 групп. Во-первых, есть те, кто родился индиго и сейчас совершает переход в кристаллы. Это означает, что они проходят духовную и физическую трансформацию, которая пробуждает их сознание единства и связывает их с кристальными детьми, как часть эволюционной волны изменений. Вторая группа – это те, кто родились без этих качеств, но приобрели или находятся в процессе приобретения их благодаря собственному упорному труду и усердному следованию духовного пути. Это означает, что у всех нас есть потенциал стать частью формирующейся группы людей, так называемого нового времени. Самое захватывающее в этом эволюционном процессе для всех людей то, что индиго и кристальные существа приносят свои вибрации на планету, чтобы поделиться ими с другими. Одним своим присутствием они помогают другим в перемещении этих новых вибраций и раскрытии их полного потенциала. Индиго-кристальный дар нашей планете – это дар эволюции и доступ
к нашему полному потенциалу для каждого человека на планете, если он этого захочет. На этом этапе многие люди, которые допускают этот сдвиг и переход в пределах своего собственного аурического поля, перешли из своего изначального состояния сознания третьего измерения в индиго, а затем в кристальное состояние с помощью этих звездных детей, которые удерживают эти высокие вибрации. Эти взрослые теперь способны удерживать золотой луч эволюции в своих 8 чакрах и помогают создавать матрицу для детей новой Земли. Этот пульсирующий золотой свет может быть ясно виден в их аурах теми, кто обладает ясновидением и способностью воспринимать цвета ауры. Мы все дети нового времени. Мы все имеем право выбора и перейти на новую землю.